Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Тема сегодняшнего расклада мое будущее в январе. Как и обещала, Таро прогноз на январь. Мы сейчас рассмотрим работу, карьеру, профессиональную деятельность, деньги и, конечно же, сферу личных отношений. Ну и посмотрим, какая неожиданность ждет вас в январе. Ну и общее событие январского месяца. Работает с нами сегодня 3 колоды. 78 дверей, Таро Светлого Провидца, ой, извиняюсь, Таро Иллюминаты и Таро Уэйта. Выбирайте, определяйтесь. Даю вам секунду для выбора варианта. Ну что, я думаю, что все уже определились, а давайте посмотрим, как же для вас проиграется первый месяц года. Кстати, между прочим, в конце этого месяца наступает китайский Новый год. Я не помню точно, по-моему, 29 или 4 февраля. Кстати, между прочим, посмотрим, будут ли какие-то события, которые подскажут вам, что вам делать или к чему быть готовыми. А мы сейчас приступаем к самому январю. Ваша характеристика на колоде 78 дверей. Первый вариант. Ищите какой-то новый путь, выход из застоя, выход из ограничений. Угу. Вроде шанс есть, а боитесь им воспользоваться. Ну да. Здесь человек опасается того, что у него может что-то не получиться, какая-то тяжелая ситуация, может быть, на вас давят, может быть, вы четко осознаете, что здесь может проиграться не то, о чем вы мечтаете. То есть за это еще нужно бороться, в это еще нужно вкладываться, может быть, что-то изменить, что-то поменять. Но дело в том, что шанс есть, но результат неизвестен. Когда, с кем, сколько, да, сколько усилий еще нужно приложить. Чего-то вы боитесь. Ну-ка, дайте посмотреть, что за шанс. А, мгм, мгм. Здесь человек может вернуться из прошлого, который когда-то вас обидел, с кем у вас было расставание, или человек, который потерял ваше доверие, а сейчас возвращается с перспективой на будущее, а вы ему не верите. Вот первая трактовка может быть именно таковой. Второе – это предложение вернуться на старое место работы. Начальник вам обещает повышение, начальник вам обещает, например, какие-то радужные перспективы, вы не верите. То есть человек, который вошел в вашу жизнь, скорее всего, он или из прошлого, или он вам четко напоминает кого-то из прошлого. Ну, например, когда вам что-то обещали, когда вас чем-то соблазняли. Но дело в том, что эта ситуация так и не получила развития. Вот вы или боитесь попасть в такую же историю, или вы боитесь довериться тому человеку, который когда-то вас разочаровал. Пятерка Пентаклей говорит о том, что результата не было. Остались в каких-то сомнениях, было много беспокойства по этому поводу, были какие-то ограничения. То ли человек не решился на перемены, то ли как бы не взял на себя ответственность. И вот сейчас вы опасаетесь повторения того же сценария. Ну что, с кем проигралась? Смотрим дальше. Ну, здесь четко видно, что кто-то пытается возобновить с вами какие-то то ли отношения, то ли связь, то ли деловое партнерство, то ли возможность заработать деньги. Шестерка кубков. Ситуация, которая тянется из прошлого, или негативный опыт из прошлого не дает вам возможности принять решение в настоящем. Все, смотрим январь месяц. Каким будет для вас январь? Каким будет для вас январь? Итак, общее настроение января. Работа, карьера, профессиональная деятельность, деньги, личная жизнь для тех, кто в паре, личная жизнь для тех, кто в поиске, неожиданное событие в январе. Расклад состоялся, мы можем приступать к прочтению. Так, все ровно, вроде бы да. Смотрим. Ну, смотрите, в январе вы явно сможете себя защитить и, между прочим, подстраховать в какой-то тупиковой ситуации.
Сделаете вы это самостоятельно благодаря то ли отказу от чего-то, то ли когда вы ставите некие обстоятельства на паузу. Не торопите события, не пытаетесь бежать вперед паровоза, не пытаетесь как-то, вы знаете, впустить в свою жизнь ситуацию, в которой вы не уверены. То есть сначала вы собираете всю необходимую информацию, вы пытаетесь разобраться, посоветоваться и так далее. То есть, понимаете, отшельник говорит о том, что я хочу получить победу. И смотрите, две девятки, девятка и девятка. Ваше поведение, во-первых, выведет вас из десятки. Это то, что вас тревожило, беспокоило, подавляло, может быть, вы чувствовали некую отрешенность или потерянность в какой-то ситуации. Почему? Потому что не было ясности и конкретики. И вот в январе вы поведете себя так, чтобы войти в ситуацию и уже быть уверенным на 100%, что эта ситуация даст вам определенный результат. Это могут быть отношения, это может быть смена работы, это может быть смена места жительства. У каждого ситуация своя. Подумайте, что вас сейчас тревожит, кто вас тревожит, что вам не дает покоя. Вот эта ситуация разрешится в январе. Ну-ка, давайте еще проясним. Видите, как будто бы вы себя защищаете, но вы дверь несете на себе. То есть вы не открываете дверь пока. То ли человек не добьется вашего расположения, то ли пока не будет подписан выгодный контракт. Но это ваша мудрость, это ваше поведение. Угу. Чего это касаемо? Вы боитесь, что вы можете попасть в некий самообман, довериться некой ситуации, которая в будущем вас может обмануть. Угу. Кто-то уйдет от этого, вообще откажется. Кто-то откажется. Почему? Потому что долго ждать, долго вкладываться. А кто-то просто поймет, что сейчас на данный момент вы не согласны с тем, что происходит вокруг вас. Видите, ожидания. Семерка Пентаклей – это или ожидание, которое завершится, или вы поставите ситуацию в период ожидания, пока все не прояснится. Ладно, давайте смотреть все-таки по сферам. Посмотрим, в какой сфере это проиграется. Ну вот в работе большая вероятность того, что в работе это проиграется. Видите, у нас повешенная. Повешенный всегда говорит какой-то тупик, какие-то обстоятельства, которые не дают нам продвинуться. Кто-то просто работать не хочет, у кого-то настроения нету. Кто-то зависим от праздников и должен по них подстраиваться, да. Ну, то есть, может быть, из-за праздников сейчас ваша работа находится в неких ограничениях. То есть 12-й старший аркан говорит о том, что мы зависим от обстоятельств или от людей. И мы не можем себя проявить, пока не разрешится та или иная ситуация. Мы находимся в периоде ожидания, хотя это ожидание может быть и болезненным. И вот я вам говорю, семерка Пентаклей. То есть здесь намного лучше переключиться, например, со сферы работы, занять себя какими-то другими делами, может быть, отдохнуть, может быть, куда-то съездить. Кстати, по миру здесь еще может быть, что вы поедете в отпуск в январе. И полностью переключите свое внимание на отдых, на развлечение и отключите вообще все мысли по поводу работы. И 12-й старший аркан нам об этом говорит. Кто ищет работу, к сожалению, в январе, вы не найдете подходящего предложения. Ну да, здесь кто-то уезжает, кто-то переезжает, а кто-то просто ждет, когда будет прорыв, когда будет прогресс, когда появится возможность все-таки решить какие-то проблемы и заняться то ли любимым делом, то ли реализоваться в любимом деле. У вас будет прорыв, у вас будет прогресс, у вас будет развитие ситуации, но в конце января, то есть к концу месяца. Пока вам нужно просто немножко повисеть. Ну, еще говорю, кто-то в отпуске, кто-то празднует и ждет окончания праздников. Так, деньги. Деньги у вас будут. По справедливости вы или получаете то, что вы заработали, если вы работаете на кого-то, и эти деньги к вам придут, и задержек я не вижу. А у кого-то появляются дополнительные средства, например, за вас берет кто-то ответственность, кто-то вам помогает, или же вы выигрываете судебное разбирательство. И
благодаря этому получаете определенную сумму. Еще по справедливости завершение кредита. Может быть, у вас в январе последняя выплата по кредиту, и вы вздохнете спокойно. Но вообще по справедливости все в балансе. Видите, чаша весов, и она у нас находится достаточно в таком сбалансированном положении. То есть нет перекоса. То, на что вам нужно, вы получите. Хотелось бы больше, конечно. То есть мы всегда мечтаем о большем. Но дело в том, особенно если кто-то работает, например, по интернету, сейчас у вас нет возможности продвинуться. Ваше поступление денег будет чуть-чуть попозже. Ну, к примеру, в какой-то отдаленной перспективе вы сможете больше заработать, или же у вас появится или откроется приток клиентов, на которых вы можете заработать. Ну или сейчас вы просто тратите деньги на развлечения, на поездку, а уже о том, как восстановить эти деньги, вы будете думать потом. Ну да, да, со временем вы их вернете, но не сейчас. Тройка пентаклей говорит о том, что будем возвращать по мере возможности. Но деньги у вас будут, а в будущем у вас еще и есть возможность увеличить доход. Так, личная жизнь для тех, кто в паре. Но здесь все хорошо. Девятка кубков говорит о том, что вы будете наслаждаться вашими отношениями. Очень много праздников, очень много удовольствия, интим, наслаждения. Очень хорошо проведете время. Я не вижу, что вы ругаетесь. Я не вижу, что между вами есть какие-то разногласия. Кстати, здесь может вас ждать очень запоминающееся свидание или же предложение от партнера, которое вас порадует. Но это радость, да? Когда я наполняюсь, и посмотрите, какой полный стол, это все-таки у нас наполнение, это когда все хватает всего. И, кстати, мужчина ведет себя как император именно с подачи мужчины, и будет возможность получить радость. Может быть, он как-то напрягется и все-таки сделает то, о чем вы мечтали. Для кого-то по иерофанту, между прочим, здесь предложение руки и сердца. У кого-то мужчина в семью вернется, у кого-то просто поймет, что семья очень важна для него. И он четко будет вкладываться в то, чтобы спасти, вернуться. Ну, 20-й старший аркан, здесь перемены, выход из застоя. Интересный месяц. Кто-то может замуж. Слушайте, одни старшие арканы, вы посмотрите, какая радость-то. Смотрите. Что у нас император? Император вас радует, можно поднять бокал. У кого-то, может, свадьба в январе, так что пройдет она замечательно. Император решил, что вы подходите для иерофанта, то есть для нормальных здоровых отношений, для того, чтобы между вами было будущее. 20-й старший аркан он готов переводить на новый уровень, и по магу, честно могу сказать, берет инициативу в свои руки. Ну, то есть очень важный период для вас январь. Так что готовьтесь. Если вы давно ждете предложения руки и сердца, вы его получите именно в январе. Так, смотрим. Мгм. Для тех, кто в поиске, ну, паж жезлов говорит о том, что будет приятное событие. Смотрите, открываете дверь, тут стоит у нас мужчинка, да? Но пока это новое знакомство, которое, может быть, приведет вас к каким-то позитивным эмоциям. Я не вижу, что вы прям конкретно понимаете, зачем он пришел, но вам будет приятно общаться. Здесь есть энергия, здесь есть наполнение, здесь есть некий оптимизм, уверенность. Вообще паж жезлов самая из приятнейших карт именно среди масс-типажей. Почему? Да, это новое начало, да, мы ученики, да, мы как будто бы делаем первый шаг в новом, но паж жезлов всегда приводит нас к каким-то действиям, к развитию, и мы понимаем, что мы можем вложиться. То есть это не так, получили шанс, и мы думаем, брать, не брать, да? Или когда же будет там развитие или признание? Нет. А вот по пажу очень быстро. Это приятные события, это какие-то действия, это свидания, это прогулки. То есть не просто мы сидим. Ну да, нулевой аркан, обнуляетесь. Страшно, конечно, вам будет. Конечно, вы будете переживать, а не получится ли, что мужчина у нас идет только для развлечений. Будете пытаться раскрыть эту тайну. То есть в январе вы четко сконцентрируетесь на неком мужчине, про которого вы захотите узнать все подробности. Почему? Потому что все-таки человека вы не знаете, это новый, вы с ним никогда не встречались, это не бывший, это не возвращенец, это новый человек, но вам будет страшно.
а не появится ли что-то, что вас разочарует, то есть какие у него есть подводные камни. И весь январь вы будете в этом разбираться. Между прочим, мужчина очень страстный, очень активный, и по рыцарю жезлов мне говорят карты о том, что развитие этих отношений будет, даже если вы будете тормозить процесс. И вот посмотрим теперь общее настроение января. Вот чтобы не наступить на те же грабли из прошлого, вы захотите притормозить процесс, чтобы не обмануться, чтобы на самом деле не совершить ошибку, занять позицию ожидания и понять, на самом ли деле человек искренен или он только притворяется. То есть, видите, с общим настроением тоже это проигрывается. Неожиданное событие, страх. Двойка мечей говорит о том, что шансы будут, но страх что-то поменять, страх во что-то войти не даст вам покоя. Угу. Страх разбитого сердца. Вдруг я сделаю неправильный выбор, вдруг я сама себе буду осложнять жизнь из-за того, что поспешила, из-за того, что решилась, из-за того, что приняла предложение. Ну, здесь страх это, вы знаете, вот неожиданно для вас будет именно то, что вроде с одной стороны вы ждали и хотели, вот особенно если кто-то мечтает о партнере, или даже вот в парных отношениях, я мечтаю о том, чтобы мне сделали предложение. И вот вы его получаете, а вам страшно, а справлюсь ли я с этой ответственностью, а готова ли я выйти замуж, а на самом ли деле я этого хочу. Ну, то есть некие сомнения, которые неожиданно заставят вас задуматься над семеркой мечей. А не занимаюсь ли я самообманом, а готова ли я, а хочу ли я, а не обманут ли меня. Ну, то есть накрутите просто себя, примите все очень близко к сердцу, и, скорее всего, это и заставит вас немножечко подождать, вместо того, чтобы наслаждаться, получать удовольствие, расслабляться и так далее. Ну что, вот такой у нас получился первый вариант. Ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться на этот канал. Мы обязательно встретимся в новых эфирах. Так. Кто еще не подписан на мой телеграм-канал, подписываемся. Я там иногда транслирую видео с каналов, с моих каналов. Так, смотрим. Колода иллюминаты. Мое будущее в январе. Таро прогноз на январь. Так, смотрим. Сначала посмотрим вашу характеристику, чтобы понимать, с кем проиграется этот расклад. И, в принципе, если вы себя узнали, смотрим дальше. Если нет, то, ой, ну здесь у вас очень страстные отношения. Если вы являетесь королевой жезлов, и в вашей жизни есть мужчина, король жезлов, который очень активен, но между вами, скорее всего, расстояние. То есть человек далеко от вас, человек приезжий, и это осложняет отношения между вами. Что еще здесь? Если вы все-таки являетесь и королем жезлов, и королевой жезлов, то вы вкладываетесь сейчас в некий успех, в продвижение. Кто-то начал обучаться, кто-то начал вкладываться, может быть, в развитие, в масштабирование. Для кого-то может проиграться, что вы выбрали для себя цель, и вы видите в этом успех. И вы готовы делать все возможное. По королю жезлов прилагать много усилий для того, чтобы потом радоваться тому, что вы получаете. Но сейчас десятка жезлов говорит о том, что очень много активности. Кто-то взвалил на себя очень много ответственности. Здесь может проиграться, что вы начали обучаться сразу по нескольким сферам или взяли несколько курсов и не успеваете, но отказаться невозможно. Угу. Что еще здесь? Но здесь или у вас есть сомнения по поводу, свободен ли человек. Почему? Потому что здесь он может быть слишком привязан к дому, что-то скрывает, что-то не договаривает, вы присматриваетесь. Принцесса мечей, я хочу узнать. То есть может быть новое знакомство, вроде страсть, вроде эмоций.
вроде бы тянемся друг к другу, но есть ситуация, которая вас ограничивает. Может быть, это его мама, которая не дает ему возможности принять решение. А может, мужчина сам не может решиться на то, чтобы сделать из вас королеву Пентакли, да? Сам не готов, сам присматривается, сам ждет, сам выжидает. Так, что еще здесь? Ну, честно могу сказать, здесь может проиграться, что вы сейчас пытаетесь решить некий вопрос с мамой или же вопрос по поводу недвижимости. Купля-продажа, расширение, увеличение, может быть просто ремонт банальный, но на это требуются деньги. Или же вы четко осознаете, что вы хотите продать подороже. Поэтому сейчас рассматривайте варианты. Так, ну что, все. Если узнали, смотрим дальше. Так, январь месяц. Как он проиграется для вас? Общее настроение января. Работа, карьера, профессиональная деятельность. Деньги. Личная жизнь для тех, кто в паре, для тех, кто в поиске. Ну и для тех неожиданное событие в январе. Работает с нами колода иллюминаты. Так. То, что ждали, получите. Жизнь ваша может поменяться, образ жизни может поменяться. Вы можете на самом деле получить желаемое, обрадоваться тому, что завершается некий этап, и вы переходите на новый уровень. Изменения, перемены. То есть, видите, семерка пентаклей – это когда я вкладываюсь в то, чтобы получить какую-то радость. Все ожидание или же вложение без результата заканчивается. Вы, наконец, получаете плоды ваших усилий. Да, развитие пошло. Выход из бездействия, варианты какие-то, возможности, человек начинает действовать. Кстати, здесь может быть свидание, здесь может быть поездка друг к другу, здесь может быть очень важная встреча, где вы проясните друг для друга все подряд и, как говорится, останьтесь довольным. Да, трансформация, шанс перевести отношения на новый уровень, перевести отношения на что-то более важное или серьезное. Ну или просто здесь конкретно, да, какое-то выгодное предложение, которое даст вам возможность изменить или масштабировать ваш бизнес. Если вы на кого-то работаете, то начальство решит подписать приказ о вашем повышении или повысить вам зарплату. Ну, работа, король Пентакли. Все стабильно, все хорошо, между прочим. Но, понимаете, король Пентакли, вроде как стабильность есть, но я не вижу, что это приведет к переменам. Король Пентакли обычно это то, во что мы вкладывались, но по семерке вы вкладывались, семерка Пентакли, то есть вы над этим работали, вы, может быть, хотели что-то реализовать, внедрить. Вот пришло время получить результат. То есть король Пентакли – получение результата от наших предыдущих действий. Нет перемен. Перемены вы уже, если и сделали, то сделали их намного раньше. Сейчас у вас идет некий фундамент, которым вы можете наслаждаться и получать от этого удовольствие. Если вы ищете работу, то, скорее всего, вам это не подойдет позиция. Почему? Потому что король Пентакли говорит о том, что останется все так, как было, например, в декабре. Да, перемен я не вижу, но я вижу стабильность. То, во что вы вкладывались, то, что вы наработали, то, что вы заработали, там, где вы получили признание, может быть, вы пытались доказать кому-то что-то, вот этим вы будете наслаждаться в январе. Угу. Да, цикличность. То, чем занимались, вот еще раз спросила, так и будет. То есть то, что было там в ноябре, в декабре, в октябре, вот так же будет и в январе.
Единственное, что вы можете столкнуться с некими тупиковыми ситуациями, когда вам приходится подвисать. Но это может связано будет с праздниками или же с тем, что люди будут праздновать, им будет не до вас. Но вообще, в принципе, я вижу, что на вашу работу это никак не повлияет. Если же вы ищете работу, к сожалению, в январе вы не найдете подходящего предложения, на которое вы сможете обратить ваше внимание. Деньги. А вот деньги вас будут радовать, между прочим. Девятка кубков, карманы будут полными. Много трат на развлечения, на какие-то посиделки, на какие-то, может быть, встречи, гулянки. Также может быть, что вы захотите себя побаловать, сделать там шопинг, что-то купить, что-то, может быть, приобрести вас это порадует. Покупки очень удачные, вложение денег перспективное. Но вообще я вижу, что на все вам будет хватать. Ну да, девятка жезлов говорит нам о том, что на самом деле с деньгами проблем у вас не будет. Даже кто-то может получить очень хорошие подарки, кто-то может на самом деле получить поддержку или возврат долгов. Но вообще я вижу хороший шопинг, хорошие покупки, хорошие вложения. То, что купите, вас будет радовать длительное время. Ну или же здесь много праздников, на которые вы будете тратить. Но на ваш капитал это не повлияет. Почему? Потому что вы сможете восстановить. Девятка жезлов. Я знаю, что в следующем месяце, например, я могу восстановить то, на что я потратила. Личная жизнь для тех, кто в паре. Тут жезлов. Ну, реализация какой-то идеи, желание быть вместе, очень хороший интим, желание сделать что-то друг для друга, но здесь прям поступки. То есть жезловая энергия – это огонь, который нас заряжает, который нас наполняет, который дает нам активность, который дает нам оптимизм. Солнце. Очень хорошие отношения, вы будете рады друг другу, вы будете наполняться. Кстати, у кого-то здесь вот, смотрите, помните, я вам сказала, предложение руки и сердца или очень яркая запоминающаяся встреча. Да, человек может сделать выбор в вашу сторону, человек может решиться на что-то, человек может вам что-то предложить, но союз ваш будет благословен богами. Почему? Потому что здесь обдуманное решение. Может быть, после паузы вы встретитесь, может быть, у вас были какие-то недоговоренности, вы их проясните, проговорите и все поставите на свои места. Движение ваших отношений. Да, выход, видите, солнышко выходит. Да, у вас были проблемы в отношениях. То есть, если у вас отношения, где все гладко, все прекрасно, но я говорю для тех, кто в паре уже, и вы не ругались в последнее время, скорее всего, это не ваша позиция. Здесь у людей был некий период испытания, когда надо было договариваться, когда нужно было достучаться друг для друга, когда нужно было конкретно, ну, может быть, притереться. И вот вы в январе поймете, что ваши усилия все-таки приносят результат. Притерлись, поняли, и карта силы, успех, наконец, получили. А кто-то, может, ждал чего-то, предложения, перевода отношений, восстановления, первого шага в вашу сторону, или, может, человек разводился. В январе вы получите результат, будете довольны. Так, для тех, кто в поиске, но если честно, по восьмерке пентаклей или вам будет не до поисков. Почему? Потому что вы будете в работе, в зарабатывании денег, или вы будете очень сконцентрированы на своих каких-то рутинных делах. То есть восьмерка пентаклей, она обычно говорит о том, что все как-то без перемен, и мы все занимаемся именно тем, к чему мы привыкли. Если все-таки у вас будет встреча, если вы с кем-то познакомитесь, эти отношения будут вялотекущими. Ну, то есть то развиваем, то останавливаемся, вы не сможете понять, что от вас мужчина хочет, готов ли он вкладываться, готов ли он развивать, ну, то есть человек не определится в январе. То есть знакомство-то возможно, но вот что он хочет от вас, пока непонятно. Знакомство будет явно. Понятно.
Но здесь или отношения на расстоянии, или возвращение бывшего, поэтому вы как-то будете все присматриваться или даже где-то осторожничать или отстраняться. Ну или мужчина, который не сможет четко вам дать понять вообще, для чего он появился. Да, 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 да. Но здесь у меня очень проигрывается какая-то закрытая ситуация. То есть мужчина вроде бы как бы есть, а с другой стороны никаких действий, жезлов вообще нет. Много разговоров, много каких-то обещаний. Для чего пришел, непонятно. Но я говорю, это или интернет-знакомство, или же это возвращение бывшего, от которого вы будете закрываться. Неожиданное событие, королева Пентакли. Или получение денег, или как-то очень хорошо поработаете, или все-таки обретете некий фундамент, стабильность. Но здесь прочность. Также королева Пентакли говорит о том, что кто-то получит предложение руки и сердца, а кто-то обретет или поменяет статус. Также королева Пентакли говорит о том, что придется в январе уделить время маме. Ну или же детки, если у вас есть, будут очень много времени уделять вам. То есть вы прям почувствуете себя мамой, захотите позаботиться, захотите как-то, вы знаете, уделить время домашнему очагу. И вообще, в принципе, по королеве Пентакли очень многие женщины прям будут вкладываться в свое жилище, в свой очаг. Ну, кстати, между прочим, приятные события. И здесь могут быть события, которые вас и порадуют, и наполнят. Но это как будто бы, знаете, признание вашей статусности и уверенность в завтрашнем дне. То есть вы четко понимаете, что да, я этого достойна. Еще неожиданный какой-то подарок. Неожиданный подарок или какая-то неожиданная встреча, которая вас очень сильно наполнит. Ну что, удачи вам! Всего вам самого хорошего. Мы обязательно встретимся в новых эфирах. Так. Спасибо вам за внимание, а мы переходим к третьему варианту. Здравствуйте, троечки, здравствуйте, мои хорошие. Итак, колода 7... Что я сегодня все колоды поперепутала? Таро Вейта расскажет нам о январе месяце. Смотрим Таро прогноз на январь месяц. Я по традиции рассматриваю все сферы, независимо от того, в каком регионе вы находитесь, работаете вы или нет. Я знаю, что в некоторых странах очень у нас затяжные выходные, но многие в Европе, как говорится, да, работают и 31-го, и 1-го уже идут на работу. Поэтому мы будем рассматривать именно все сферы по традиции. Так, для кого подойдет третья позиция? Но вы сомневаетесь, что какая-то ситуация разрешится, или то, во что вы вкладываетесь, принесет вам некий результат. Почему? Потому что или постоянные паузы и никаких действий со стороны мужчины, возможно, или же начальник вам пообещал повышение, но постоянно откладывает решение на потом. Также вы четко понимаете, что вам обещают, но не делают, и еще на вас могут взваливать очень много ответственности. Если вы работаете сами на себя, король мечей в вашей позиции проигрывается именно как ваша позиция. Я хочу решить проблему, связанную с застоем, с тем, что у меня что-то не развивается. Например, вы не можете увеличить ваш доход, вы не можете позволить себе большего, мало денег. То есть вроде как вкладываетесь, работаете не покладая рук, а финансовый поток закрыт. Что еще у нас тут? Угу. Ну, кто-то хотел бы очень сильно переключиться со сферы работы на сферу личных отношений. То есть вы понимаете, что есть дисбаланс, то есть вы четко осознаете, что вы полностью себя погрузили одной сфере и совершенно забыли о том, что есть еще другие. Почему вы это сделали? Потому что вы закрыты от любви, от отношений, вы не доверяете. Ой, ну здесь четко видно, да, были разочарования, кто-то вас подвел, кто-то вас разочаровал, теперь вы боитесь. Хотя любви хочется, отношений хочется, но чтобы, вот знаете, прям принц на белом коне прискакал, все решил, все сделал и, как говорится, спас вас из состояния вот этой закрытости.
2 четверки. Бывший навредил, теперь на всех перекладываете. Но ведь бывший вас научил определенному опыту, и бывший вам дал понять, что так делать нельзя. Конечно, если войдет в вашу жизнь новый человек, и вы опять ему позволите собой пользоваться, то, в принципе, и новые, и следующие, и все последующие будут вами пользоваться. Поэтому в ваших силах применить этот опыт и отстоять свое право. Право на то, чтобы к вам относились определенным уровнем. Не бояться потерять мужчину, потому что здесь женщина может конкретно бояться потерять мужчину. И поэтому она себя меняет, она под него подстраивается, она делает то, что ему хочется, лишь бы он не ушел от нее. В конце концов, мужчина уходит. Но это как по характеристике. Просто здесь четко идет понятие того, в чем есть ошибка. В чем ошибка? Здесь женщина как будто не умеет отстаивать свою точку зрения, уступает очень быстро. Если вы не готовы или у вас есть сомнения, так не делайте. Пусть мужик доказывает, пусть мужчина добивается, пусть мужчина демонстрирует. Если он не демонстрирует, так пусть идет лесом. Придет другой на его место. Ну, как говорится, да, здесь немножко нужно проработать. Ладно, мы не в ту степь пошли. Ну или то, что я вам сказала. На работе нет прорыва, нет развития, и вам бы очень хотелось что-то поменять. Так, кому подошла характеристика, смотрим дальше. Так, общее настроение января. Работа, карьера, профессиональная деятельность, деньги. Личная жизнь для тех, кто в паре, личная жизнь для тех, кто в поиске. Неожиданное событие января. Мечты, фантазии. Осмысление, переосмысление. Что же в моей личной жизни не так? Почему я соблазняюсь? Почему я попадаю именно в такие ситуации? Кто в этом виноват? Да? Что мне нужно сделать, чтобы исправить это? Но вы будете сосредоточены на личной жизни. То есть есть четкое желание построить отношения, четкое желание с кем-то вступить в отношения. Возможно, для многих проиграется, что у вас будет шанс с кем попрактиковаться и, как говорится, использовать свой опыт. Но королева мечей говорит нам о том, что не надо влюбляться в мужчину раньше времени, не расслабляйтесь. И, как говорится, пока мужик не докажет, что он вас достоин, не надо отвечать ему взаимностью. Как говорится, да, почему мужчины любят стерв? Да потому что они умеют отстаивать свое право. Право на то, чтобы отношения были здоровыми. Право на то, что женщина достойна определенных вложений, определенного уважения. Но вот здесь вы будете это обдумывать, кстати. Пока я вижу, что только обдумываете. Ну-ка смотрим дальше. Король мечей. Но здесь явно будет некий персонаж из прошлого. Или же этот опыт, который вы обрели с бывшим, вы будете теперь применять на практике. Как мне себя вести, чтобы не попасть в ту же ловушку или не наступить на те же грабли. Шестерка пентаклей. Я вижу, что вы будете переосмыслять. В чем была ошибка? Почему? Потому что когда отношения развиваются, любые отношения, хорошие, плохие, виноваты всегда двое в конечном результате. Или они приводят к счастью, и в этом виноваты оба, да, почему? Потому что люди слышали, люди пытались проработать что-то и привело к счастью. И также, если отношения приводят, например, ну, к каким-то, может быть, неприятным ситуациям. Ну, например, мужик гуляет, да. Но если он только обещает ничего не делать, конечно, он гуляет. Зачем такому мужчину впускать в жизнь? Так, смотрим. Работа, карьера, профессиональная деятельность. Туз Пентакли очень хороший шанс найти работу или продвинуться по карьерной лестнице, ну а также найти новых клиентов или масштабировать свой бизнес. Туз Пентакли шанс может быть очень неожиданным. То есть это когда я не думала и не гадала, а тут раз такое предложение. Кто ищет работу, например, вы даже и не думали, что в январе месяце вы можете найти работу или получить очень выгодное предложение. А оно случится. Кстати, еще общее настроение, да, вам могут сделать выгодное предложение, которое просто-напросто выведет вас из финансового кризиса.
Вы знаете новость? У вас в работе очень важная новость. Или подписание каких-то документов, которые для вас станет и ясностью, и приятным событием, и возможностью, кстати, продвинуться и решить некий вопрос. Или же здесь просто конкретно, да, идет предложение, может, через друзей или из организации, от которой вы вообще не ждали получить предложение. Ну или здесь у вас произойдут какие-то перемены, которые для вас проиграются лучшему. Ну, например, поменяется начальство, и новый начальник станет для вас даже какой-то новой перспективой. Почему? Потому что он вас заметит, оценит, признает. Так, смотрим дальше. Деньги, финансы, расширение возможностей получения денег, поддержка, помощь, решение каких-то вопросов, исполнение желаний по поводу денег. Также может быть, что вы потратите некую сумму на путешествие или поступление денег издалека. Кстати, если вы в браке, ваш муж может вам, например, да, помочь деньгами. Это может быть как бывший муж, так и актуальный. Также здесь может и прогресс, то есть он найдет работу, и это поможет решить ваши финансовые вопросы. Помощь от отца или старшего родственника. Что еще? Трата денег на обучение. Вы можете купить очень выгодные курсы и на самом деле начать обучаться именно той профессии, которая для вас станет важной, актуальной и даст вам возможность продвинуться, повышение квалификации, то есть те деньги, которые вы потратите, я не вижу, что здесь человек тратит на удовольствие. Третий вариант, тут точно человек живет, может быть, или в Европе, или в каких-то странах, где праздники так сильно не отмечаются. И если все-таки здесь человек из России, да, то имейте в виду, что вам не до праздников. У вас тут уже сразу какие-то планы, вы как-то что-то покупаетесь, вкладываетесь в работу, в карьеру, в зарабатывание денег. И, между прочим, да, по иерофанту еще может быть, что кто-то начнет обучать. Ну, то есть вы начнете кого-то обучать, и вам за это хорошо заплатят. Личная жизнь для тех, кто в паре. Но для тех, кто в паре, мужчина будет императором, будет требовать внимания к себе, будет пытаться сосредоточить все внимание только на себе. И, кстати, он будет очень активен, но в то же время и очень капризным. Но также может быть и успех в отношениях благодаря какому-то предложению или действиям со стороны мужчины. Ну да, прям возьмет ответственность на себя император, да еще и король Пентакля. У кого-то в отношениях мужчина решится на серьезный шаг и все-таки примет позицию императора или короля Пентакля. Ну, король Пентакля это у нас малый император, поэтому здесь как будто бы человек или берет ответственность, или же все-таки принял решение построить серьезные отношения. Да, у кого-то решил свои проблемы, нашел работу. Но здесь, видите, одна пентаклевая мать. Как будто то ли работу нашел, то ли нашел возможность заработать или нашел какие-то деньги. Если все-таки говорим о перспективе, здесь человек вам расскажет о том, что он готов вкладываться и что-то вам предложит по поводу, например, переезда, совместного проживания, ну или же траты на вашу семью, на ваш дом, на совместное имущество. Здесь какие-то траты, да. Кстати, может сделать вам подарок в январе для того, чтобы с вами помириться, для того, чтобы вас вернуть или для того, чтобы завоевать ваше доверие. Для тех, кто в паре, не вижу я знакомства, наоборот, переживания, все, что приходит, мне не надо. Те люди, которые появляются у вас в январе, они вас только тревожат. Почему? Потому что вызывают сомнения. Кстати, здесь еще может быть, что проявится бывший, а вам он как раз и не нужен. Почему? Потому что будет что-то обещать, но вы ему доверять не будете. Нет доверия к человеку. И вот, смотрите, король, королева мечей. Я буду холодной к нему. Почему? Потому что он из прошлого, и он идет по тузу жезлов, да, опять со своим жезлом в мою жизнь, а потом что? А потом ничего. Одни соблазны, одни иллюзии и так далее. Ну да, возвращенец. Третий вариант здесь человек из прошлого. Возвращается. Король жезлов прям бежит на всех парусах, и что ему надо? Ну, опять же, когда-то предал, когда-то обманул, когда-то разочаровал. Что тебе сейчас надо? Ну, хочу королеву кубков, понимаю, что люблю, понимаю, что хочу, понимаю, что тянет. И без нее я не могу. Но пока я вижу, что здесь именно какие-то сексуальные интересы и колесо фортуны хочу вернуться. А для чего ты хочешь вернуться? Для жезлов, да? Но чтобы на самом деле пока насладиться. И что?
А потом посмотрим, говорит мужчина. Вы знаете, он не отметает возможности все-таки сделать из вас императрицу, но не так сразу. То есть, да, я хочу остепениться. То есть есть некая доля правды. Где-то обжегся, где-то оступился. Пересмотрел вашу позицию, пересмотрел именно отношение к вам. То есть вы для него на самом деле являетесь близким родным человеком. И то, что он вам говорит, это правда. Но верить или не верить, конечно, дело ваше. Но планы на будущее у него именно стабильные, и он бы хотел, чтобы в будущем у вас были отношения, которые привели бы, ну да, совместному проживанию. Совместное проживание мужчина рассматривает. Брака не вижу, но совместное проживание, да. Неожиданное событие по справедливости. Интересно здесь, интересно. Вы знаете, вы поймете, что именно в январе вы примете очень справедливое решение, вы будете отстаивать свое право на что-то. Если раньше вы на что-то закрывали глаза или вы боялись о чем-то попросить, что еще там, отстоять что-то, сказать, да, по поводу или дать отпор, вы в январе будете очень решительны. То есть если, вот видите, у нее тут меч, да, и весы. Если ты правильно поступаешь, в моей жизни есть золотая середина и некий баланс, я тебя впускаю. Но если что-то не так, мечом по башке, да. Ну, то есть здесь вы будете очень уверены, вы будете очень решительны, вы будете четко настроены на определенные цели, и свернуть со своего пути вы будете не готовы, даже если вас будут соблазнять, если даже вам будут обещать, даже если люди будут пытаться как-то вас переубедить. Очень настойчиво, очень решительно, очень уверенно. И еще по справедливости вы можете получить именно то, что вы заслужили. То есть когда-то вам в этом отказали, шестерка пентаклей, а вот сейчас вас признали. Для вас это будет неожиданно. То есть именно от этого человека вы не ожидали, именно этой должности вы не ожидали, именно этой работы вы не ожидали. Вот радуйтесь. Так что январь для вас будет очень плодотворным месяцем. Месяц, когда наконец к вам относятся по-другому и признают ваши достоинства и, конечно, ваши знания, ваш опыт. Удачи вам, всего вам самого хорошего. Мы обязательно встретимся в новых эфирах. До новых встреч. Ваша Елена.